Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Сегодня я делаю, знаете, наверное, немножко уникальное видео, первое в своем роде, по крайней мере, точно на моем канале. Потому что примерно год назад вышел Galaxy S21 Ultra, звук, кстати, вы прямо сейчас слышите с него. И вот тогда, год назад, я его сравнивал с Galaxy Note 20 Ultra по видео и фотовозможностям. И, честно говоря, по фотовозможностям я тогда понял, что Note 20 снимает лучше, чем Galaxy S21 Ultra. И я, честно говоря, прямо тогда подрастроился. Год спустя я решил посмотреть, ну что, компания Samsung выкатила какие-нибудь прикольные обновления, улучшили ли они камеру. Поэтому сегодня мы с вами посмотрим, насколько стал Galaxy S21 снимать фото и видео лучше, чем Galaxy Note 20 Ultra год спустя. Я вот сейчас наверху оставляю ссылку именно на то видео, где я показывал, что Note 20 делает фотографии лучше, чем S21 Ultra. Ну и все, как всегда, максимально честно. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Я, кстати, хочу напомнить, что если вы хотите приобрести, например, S21 Ultra на Snapdragon, может быть, S21 Fan Edition хотите приобрести, Pixel 6 Pro, Xiaomi 11 Ultra и так далее, обращайтесь к моим друзьям от компании Cifrus. Внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Самое главное, у них классные цены, у них в ассортименте есть редкие смартфоны, доставка по всей России. И, кстати, если именно по этой ссылке перейдете и сделаете покупку, вам будет подарок, так что welcome. Ну, по камере я пока что вижу. У нас более желтая такая камера на Ультре, чуть более спокойные цвета на ноуте. И я вижу, что на ноуте у нас больше засветов. Ну вот, например, если посмотреть на заднее здание гостиницы Астория, вот оно на ноуте больше засвечено. Но в целом я могу сказать так. Меня, работа фронтальной камеры, как и большинство из вас, волнует, но не так сильно, как волнует фото и видеовозможности, которые мы можем получить с основной камеры. Поэтому вот что касается фронтальной камеры, вы все видите сами. Давайте переходить на основную камеру. Да, вот сразу видна и разница, да? Смотрите, какая разница, ощутимая разница в деталях. Давайте посмотрим на эту красивейшую елку и смотрим на стабилизацию. Небо чуть-чуть по-разному отрабатывают оба смартфона, но в целом понятное дело, что они снимают достаточно близко. Вообще у Samsung, конечно, съемка в темноте не самый конек, так можно сказать. Включаем ширик. Широкоугольная камера, ну, примерно одинаково, чуть разные по цветовой передаче. Мне кажется, чуть похолоднее ультра выглядят. У нас дует ветер, поэтому у вас все там сейчас задувается. Смотрите на засветы, на стабилизацию. На ноуте 20 небо немножко отдает синевой, на 21 более темная картинка. Делаем увеличение трехкратное и пятикратное. Да, трехкратное увеличение здесь работает лучше, более светочувствительная картинка. И здесь тоже трехкратное увеличение работает лучше. Это я иду, и вы смотрите на стабилизацию. В целом хорошо заметно. Ну что, давайте двигаться дальше. Ну и окончательно работу ночью проверяем именно вот в этом месте, где прям очень мало было света. Ну, вы видите огромное количество шумов на обоих смартфонах, но ноут, очевидно, снимает похуже. Видите, да, кирпичи как прыгают на ноуте. Очень много артефактов. На S21 Ultra получше, и это хорошо. Я напомню, что я делал сравнение с S21 Fan Edition, там еще было круче. Но вот видите, да, как дорога, как снег, ну все, да. Note 20, очевидно, снимает видео в темноте хуже. Что касается дневной съемки, я поехал вот в такое красивое место. Это берег Финского залива, Васильевский остров. Ну, можно, во-первых, заметить, что на S21 снег более такой. Он и не синий, и не голубой, но какого-то такого цвета, немножко не настоящего, что ли. Днем очевидно, что два смартфона снимают практически одинаково. Разница может быть только, по сути, в стабилизации, в том, как снимают телевички и так далее.
Ну вот стабилизацию вы сейчас можете оценить. У Samsung всегда была стабилизация на хорошем уровне, поэтому здесь нет необходимости за что-то переживать. А вот сейчас я включил телевички, пятикратные, трехкратные. Посмотрите, какой баланс белого на S21, то есть все синее. А на ноуте 20-м абсолютно правильно, все белое, снег должен быть вот такого цвета. Странно, конечно, что S21 без каких-либо явных помех снимает в итоге с неправильным балансом белого, превращая всю картинку в синеву. Ну и ноут в этом смысле хорошо, конечно же, снимает. В этой ситуации может помочь только, по сути, Pro режим, где вы можете сами для видео поменять баланс белого. Сейчас смотрите, кстати, как работает стабилизация на телевичках, можете оценить. Если вы, кстати, когда-нибудь запускаете видео про режим, напишите, пожалуйста, об этом. И в каких ситуациях вы это делаете. Ну а сейчас максимальная жара, потому что это 10-кратное увеличение оптическое на 21 и цифровое на 20. Во-первых, вы видите, как работает стабилизация. На 21 очень круто работает стабилизация. На 20-ке, посмотрите, все дергается, прыгает фокус и так далее. Ну, видно, да? Телевички на Samsung, они, конечно же, пока непобедимые. Лучшие телевички, которые я видел на данный момент в мобильной индустрии. Ну, в целом, что можно сказать по видеосъемке? Расстраивает, что 21 снимает с неправильным балансом белого вот такие достаточно простые сцены. Радует, что у него круто работает стабилизация на телевичках. И сами телевички дают очень детализированную картинку, это тоже очень хорошо. В темноте 21 снимает получше, чем 20. Ну а что касается фото, то мы сейчас все увидим. Да, друзья, мне пришлось сделать огромное количество фотографий для того, чтобы попытаться понять, все-таки удалось ли Samsung за этот год подтянуть свой S21 Ultra, потому что год назад, когда я делал это фотосравнение, меня, честно говоря, Ultra 21 прямо расстроил. Поэтому я сделал большое количество фотографий. Вы видите, мучил свою супругу, мы делали фотографии и днем, и ночью, и в каких-то локациях, кафешках, на улице и так далее. Я, естественно, поездил по всему Санкт-Петербургу, делал фотографии различных достопримечательностей, новогодней елки. Я даже сделал фотографии Луны, вам все это дело покажу. И ночью я делал фотографии на телевичок. Полный набор. Так что уверен, вы получите максимум ответов на вопросы, что же взять, Galaxy S21 Ultra или Galaxy Note 20 Ultra. По традиции начинаю со своей супруги, с чего-то очень близкого и родного. Портретный режим, основная камера. Ну, более контрастная фотография на 21. И деталей тоже на 21 побольше. Немного, да, но побольше. Это особенно заметно по волосам. А это уже увеличение. Трехкратное увеличение на Samsung, двукратное увеличение на ноуте. На Samsung у нас включается телевичок, на ноуте это просто кроп с основной камеры. Но очевидно, здесь тройное оптическое увеличение дает лучший результат, но это и так было понятно. Разница очевидна. А здесь уже у меня 10-кратное увеличение на 21 и 5-кратное увеличение на 20. Это не портретная фотография, это просто обычная фотка с увеличением. Ну что здесь можно заметить? Как-то много артефактов на 21, при том, что и детализация побольше, да, видите, шапка более детализированная. Но как-то много каких-то странных деталей. Да, я думаю, что многим девушкам, несмотря на отсутствие детализации, понравится фотка на 20. Ну, вот всей этой истории, видите, морщинки и так далее. Здесь на 20 нету, деталей не хватает. Это уже портретик в вечернее время. Очень мне нравится, когда боке под такими кружочками получается. Ну что, мне кажется, 21 подтянул. Да, действительно, посмотрите, разница. Вот шапка на 21 и вот на 20. Слушайте, мне начинает эта ситуация нравиться. Это фотография в кафешке. А здесь на этой фотографии мне больше нравится цвет кожи на 20. И детализация здесь мне больше нравится уже на 20. И если посмотреть на кофту, да, видите, что немножко тени подняты, а на 21 все в тени. Так, портретик с трехкратным увеличением на 21, оптическим, и двукратное увеличение кроп с основной камеры на 20. Ну что, мне нравится, что даже при более слабом освещении 21 с его телевичком делает большую детализацию, чем 20. Почему на это обращаю внимание? Потому что, когда не хватает света, телевичок обычно сильно портит детали. А здесь все-таки лучше справился. Хорошо. Ну, от моей любимой супруги перейдем в сторону вот такой фотографии. Ну, что здесь можно сказать? Красивая девушка. Кстати, на 21-м, смотрите, не очень аккуратно он делает вот эту зону и вырезает объект. Ну, тут по деталям, честно говоря, сложно сказать. Еще один портретик Саши. Слабое освещение,
портретный режим, основная камера. Ну, да, больше мне нравится 21-й. Хорошо подтянули, точно могу сказать, да, подтянули, потому что раньше было вот так вот, только наоборот. 21-й фотографировал вот так вот, а 20-й делал вот такую фотографию. Кстати, есть слухи, что компании занижают качество фотографий своих предыдущих флагманов, чтобы люди покупали новый флагман. Но я, честно говоря, вот думаю, что никаких тут проблем нет, здесь просто проапгрейдили 21-й. Еще одна портретная фотография, опять же, телевичок на 21-м, трехкратное увеличение, на ноуте, опять же, кроп с основной камеры, и здесь опять по деталям лучше. Ну, посмотрите, да, прямо очень сильно лучше. Смотрим вот на эти ресницы, все остальное, да. Ну а что на улице? Трехкратное увеличение против двухкратного увеличения, опять же, портретики. Да, 5 деталей больше на 21-м, шумов, правда, тоже больше, но здесь сложные вообще условия, да, это закат, все дела, но 21-й справился получше. Правда, лицо чуть более высвечено на 20-ке. А это 10-кратное увеличение против 5-кратного увеличения, да, и там телевички. Для чего фотографировать с таким увеличением? На самом деле все очень просто. Когда сзади есть какие-то объекты, например, гора или еще что-то, то, когда есть хорошее увеличение, можно прямо получить очень классную фотографию. И здесь же 10-кратное увеличение дает больше деталей, чем 5-кратное увеличение на ноуте. И еще, кстати, происходит, смотрите, автоматическое размытие заднего фона, да, оптическое размытие заднего фона, хотя это не портретный режим. Но, правда, на 21-м артефактов больше, мы уже с этим сталкивались. Но вот такие фотографии можно делать с 10-кратным увеличением, видите, да, красивый дальний объект, и мы имеем возможность его приблизить и сделать вот такую композицию. Здесь 10-кратное увеличение и там, только на 21-м у нас оптическое увеличение 21-е, а на 20-ке у нас, соответственно, гибридное от 5-кратного. Ну и, кстати, не сказать, что разница какая-то большая в деталях. Да, видите, здесь волосы на 21-м получше, чем на 20-ке, но как бы не глобальная, да, разница. Ну, в целом, я думаю, что вопрос с портретиками можно закрывать. 21-й проапгрейдил себя на основную камеру, на телевичок. Все делается лучше практически везде, чем на 20-ке. Теперь у нас ночные фотографии. Итак, телевизионная башня в Санкт-Петербурге. Ночной режим включен. Чуть более светлая фотография на 21-м. Ну и по деталям больше. Да, посмотрите, вот деревья на 21-м выглядят более уверенно, чем на 20-ке. Первый раз мы сегодня с вами затрагиваем широкоугольную камеру. Смотрим, такая же ситуация. И здесь разницы практически никакой нет. Она есть минимально лучше в сторону 21-го. Опять ночной режим, основная камера, глубокая ночь. Разницы я, честно говоря, не вижу вообще практически никакой. Не могу сказать, что кто-то сделал лучше фотографию или хуже. Даже как будто бы ноут вот чуть-чуть получше сделал. Ну, минимально. Вообще, считайте, одинаковые фотки. Эта фотография увеличения, трехкратная оптическая против 5-кратного оптического на ноуте. Ну да, здесь очевидно 21 с трехкратным лучше, чем 20 с 5-кратным. А здесь фотография на 10-кратное увеличение на 21 и 5-кратное увеличение на 20-ке. Вот в реальной жизни это вот так выглядит соотношение. Ну, давайте увеличим и видите, да, разница. Ну, разница прям очень ощутима. Короче, 21 хорошо идет. Это сравнение Луны. Ну, на самом деле-то особой разницы и нету, да? Луна с 5-кратного, что с 10-кратного примерно одно и то же. Вот тут должно быть интересно, потому что это очень сложные условия, очень много ярких светлых объектов, есть и темнота, это ночной режим. И, кстати, уверенности больше на 20-ке немножко, посмотрите, на 21-м есть какой-то смаз, да, понятно, ночной режим, где-то дернулся, еще что-то, ну вот, по крайней мере, вот так. Та же самая фотография на широкоугольную камеру, вообще сложно сказать, да? Очень одинаковые фотографии, очень-очень одинаковые фотографии. Но шумов больше на 20-ке, на 21-м шумы подавлены. Наверное, чуть лучше отработан HDR на 21-м, не так засвечена елка, как она засвечена на 20-ке. Так, ну и увеличение 10-кратное оптическое против 5-кратного оптического. Мне вообще нравится, как получилось на 21-м. И если увеличить 20-ку, то видно, что 21-й получше сделал, да? Ну, немного, да, но чуть-чуть получше. Так, фотография более темного объекта. Издалека примерно одинаково. Единственное, что я вижу, смотрите, наклон вот этого здания, Эрмитажа, да, гораздо больше искривления на 21-м, нежели на 20-м. Ну, это так мелочи. Ладно. Так, детали. Здесь, кстати, по деталям, как будто бы 20-ка чуть получше. Видите, на столбе есть информация, которой нету на 21-м. Так, и орел чуть-чуть более детализированный на 20-ке, нежели на 21-м. Да, ситуация выправляется немножко по сравнению с портретиками, да? Согласитесь, это прикольно. Да-да-да, вот тут точно больше деталей на 20-ке. Широкоугольная камера, точнее сверхширик. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, какая разница. В пользу 20-го.
21 что-то совсем слабо. Вы могли подумать, что я перепутал два снимка местами. Нет, вот 21 это G998B, 20 это N986. А вот здесь четко заметно, как 20-ка лучше отработала яркий объект. Видите разницу? И я тоже вижу. Правда, у 21-го зато она больше в фокусе. Но в целом, видите, все вот эти звездочки в итоге лучше отработаны на 20-ке. И опять же, обратите внимание на геометрию. Посмотрите, насколько Исаакиевский собор наклонен на 21-м по сравнению с 20-кой. То есть это искажение, устранение искажений, галочка. Она есть в настройках смартфона, и, конечно же, она стоит. Но вот 21-й это делает вот так. В целом, если не брать в расчет засветы, а посмотреть на детализацию, то, наверное, чуть побольше деталей на 21-м. Вот такое у нас есть красивое здание на Лиговском проспекте. Примерно все одинаково. И тут примерно все одинаково. И тут, и тут, и тут, и тут. Везде очень сильно похоже, на самом деле. При этом, как будто бы все-таки на 20-ке чуть больше. Вот тут видно, да, чуть больше деталей. Это прям минимальное отличие, но оно все-таки есть. Так, широкоугольная камера. Последний раз ширик на 21-м как-то не очень себя хорошо показал. Здесь он показывает себя получше. И вот этот колокол лучше получился, чем на 20-ке. Так, а это у нас трехкратное увеличение против пятикратного увеличения. И там оно оптическое. Белый цвет, безусловно, лучше получился на 20-м. И вообще фотография на 20-м мне больше нравится, чем на 21-м. Смотрите, как интересно, да? Первая часть у нас была такая в пользу 21-го, а тут начинает выезжать 20-й. Делаем 10-кратное увеличение и там, но здесь, конечно, лучше получается у нас на 21-м фотография, нежели на 20-ке. Посмотрите, на 20-ке много мыла и всего остального. 21-й лучше фотографию сделал. Окей, надо подразобраться все-таки с ночным режимом. Неужели 20-ка все-таки лучше делает фотографии? Очень одинаково. Шумы только на 21-м, на 20-ке нет. Засветы уже лучше здесь отработаны на 21-м, нежели на 20-м. Видите, мост менее засвечен. Но при этом деталей-то все равно больше на 20-ке. Посмотрите, заклепки видите? Да, видите? А на 21-м-то нет заклепок. Ну, съедены они. И так на протяжении всего моста. Всего. Вот тут, смотрите, заклепки есть, а тут на 21-м нет. Но вот тут, смотрите, да, снег. Вот на 20-ке и вот на 21-м. Да. Ой, тут, ой, вообще-то как страшно, посмотрите. Да, разница прямо есть разница. И она по-прежнему в сторону 20-го. Вот это ничего себе. С чем связано, не знаю. Слушай, вот здесь было вообще супер темно, просто ничего вообще не было видно. Это ночной режим, фотки делались там по 5 секунд. И лучше получилась фотография на 21-м, это точно. Но при этом засвет отработан лучше на 20-ке. Ну, какой-то артефакт на 20-ке. Не, на самом деле, если вот не брать в расчет вот этот артефакт, то примерно... Ну, не, все равно, да, 21-й сделал фотографию чуть-чуть получше. Хотя местами совершенно одинаково. На ширик фотография. Ну, ширику тут вообще тяжело, конечно. Ну и чего? Наверное, 21-й, да? Ну, судя по деталям, наверное, 21-й. Ну, опять же, трехкратное увеличение против пятикратного. О, да, пятикратное увеличение, ночной режим просто разломал вообще. Посмотрите, как это выглядит, да? Выглядит как глюк. Ну ладно, бог с ним. Слушайте, ну, ночные фотографии, вот, к сожалению, 21-й делает похуже, чем 20-ка. Телевички получше, да, 100%. Но на основную камеру на 20-ку фотки получаются получше. Да, это факт. Давайте посмотрим еще дневные фотографии. Вот такая красивая фотография, она чуть более синяя получилась на 21-й. Безусловно, тут по деталям фотки будут очень близки, и, может быть, даже мы с вами не сможем обнаружить вообще, кто лучше-то, а кто хуже. Это и хорошо, и плохо. Ну, для тех, кто собирается покупать ноут, для тех это хорошо, да, потому что вы купите очень актуальную камеру. Кстати, может быть, ноут надо будет с 22-м сравнить. Кстати, деталей чуть побольше на ноуте. Вот судя по этой лесенке, и меньше деталей на 21-м, точно. А это уже телевички, трехкратное увеличение и пятикратное увеличение. Деталей побольше. Ну, я бы сказал, на ноуте. Да, точно могу сказать, на ноуте побольше деталей. Это странно, потому что ночью у нас телевичок трехкратный делал фотографии лучше, чем пятикратный. А днем вот такая вот ситуация. Еще одна фотография. Замечательный танк Т-34. Здесь мы проверяем работу HDR, потому что здесь у нас солнце. Соответственно, танк не очень должен быть темный, и солнце не должно быть засвечено. И вообще должно быть все красиво. Но HDR примерно одинаково работает. Я бы даже сказал, что чуть более светлый танк получился. Чуть-чуть, господи. Танк более светлый получился на 20-ке. Солнце зато меньше засвечено на 21-м. И по деталям, опять же, примерно одно и то же.
сложно кого-то тут выделить. Но, наверное, деталей чуть побольше на 21. Эта фотография 10-кратное увеличение оптическое против 10-кратного увеличения гибридного. Ну, здесь видно, да, здесь и фокус не получился, и HDR отработал хуже. Здесь 21 лучше. Вот такая вечерняя фотография. Закат, опять же, солнце лучше отработано на 21, это заметно. Короче, HDR лучше работает на 21, а вот детали, вот тут мы сейчас все и увидим по этим домам. Ну что, опять деталей больше на 20-ке, ну посмотрите. Вот здесь все видно, а на 21 все съедено. Короче, могу констатировать факт. К сожалению, пейзажи фотографируются на 20-ку лучше, чем на 21. Разница, конечно, минимальна, да, вот если отсюда смотреть, вообще ничего нету, кроме того, что чуть более синяя картинка на 21, что тоже, кстати, нехорошо, потому что было бы хорошо, чтобы более светлая картинка была. Но вот деталей чуть меньше на 21. Ну, давайте посмотрим телевички. 3-кратное увеличение против 5-кратного. Опять же, посмотрите баланс белого. Вот на ноуте правильный баланс белого. Белым снег должен быть, а не сине-голубым, как на 21. Ну и по детализации 5-кратное увеличение лучше, чем 3-кратное увеличение. Это заметно, да? Но при этом, когда мы делаем 10-кратное увеличение, кстати, очень близко, да, посмотрите, очень близко фотографии по деталям, их чуть больше на 21, но буквально немного. Смотрите, как круто можно, конечно, делать фотографии. Да, красота. Здесь 21 с 10-кратным увеличением лучше. Ну и давайте селфи еще сделаем. Селфи с елкой. Во-первых, смотрим на лицо, и оно, безусловно, лучше на 21. Смотрим на засветы, и, наверное, они примерно одинаковые, но все-таки поменьше их на 21. И еще одна селфи-фотография, и здесь у нас лучше. Да, 21 опять же лучше, да? Ноут похуже детализацию делает. Ну, еще одну фотографию. Ой, тут вообще ноут. Посмотрите, в дымке какой-то, да, и 21 как очень хорошо сделал фотографию, ну, по сравнению с ноутом, да, при том, что оба хорошо отработали HDR, все дела. Ну и последняя фотография против солнца, опять же, будете на Бали, будете фотографироваться с закатом, и ваше лицо будет лучше на 21, да. Короче, друзья, ну вот видно разница, да? Короче, друзья, что можно сказать? Ну, если выбирать камеры между 21 и 20, я бы, конечно, выбрал камеру 21. Во-первых, здесь 3-кратное увеличение и 10-кратное увеличение, это очень хорошо. И портретики получаются очень хорошо. Мы же в основном все-таки фотографируем людей, поэтому портреты должны быть в приоритете. Ну, как мне кажется, и здесь 21 справился хорошо. 20-ка лучше оказалась в ночных фотографиях в большинстве своем. Разница минимальная, но она все-таки в сторону 20-го. И дневные фотографии, что тоже забавно, тоже были в сторону 20-го. Мало того, еще баланс белого, ну а 21-м не всегда угадывал правильный цвет снега. И поэтому в какие-то моменты 20-й делал фотографии лучше. Да, селфи, безусловно, лучше на 21-м. Ну, в целом, что я могу сказать? 20-ку можно сейчас найти на Авито и так далее тысяч за 50. Это, безусловно, хороший смартфон. В нем не самый лучший процессор Exynos, но при этом это ноут, это стилус, все остальные дела. За 50 тысяч рублей смартфон отличный. 21 ультру можно найти тысяч за 70-80. В 20 тысяч разница. Разница, безусловно, большая, да, там 30% от стоимости, но мне 21, конечно, больше нравится. Интересно узнать ваше мнение, друзья. Что вы думаете по поводу фотовозможностей этих смартфонов? Я очень скрупулезно постарался ответить на этот вопрос, кто же лучше в 2022 году. 21 ультра или Note 20 Ultra. Я думаю, что я ответил на все вопросы. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный блог. Не болейте, всем счастливо и пока.